Вы когда-нибудь слышали про австралийские ароматы, австралийскую парфюмерию, про их бренды? В этом видео я расскажу про один из известных австралийских брендов. Называется он Golfin Banks. Здесь у меня 9 миниатюрок и еще вот два таких пробничка. Видео получится не коротким, будет длинным, так что заварите себе чай, кофе, что-нибудь вкусненькое и поехали! Всем hello, вы на канале Мой Флакон, меня зовут Слава. И в этом видео, как я сказал ранее, будет обзор австралийского бренда. И вот такой у меня есть сет с ароматами. Выглядит, кстати, очень прикольно. Здесь такая крышечка, небольшая такая брошюрка. И вот сами вот ароматы. Такие разноцветные, веселые. И, кстати, я первый раз такое вижу, чтобы бренд с ароматами положил вместе еще и блоттеры. То есть вот так выглядят их блоттеры. И как раз я буду наносить на эти блоттеры, сразу достану отсюда их. Буду наносить ароматы и делиться своими впечатлениями. Сложно, конечно, они здесь достаются. Надо немножечко применять силу. Как доставать эти блоттеры? Так, дилемма. Надо что-то... Все, достал. И вот такая красивая брошюрка. Такое море. Вообще, Goldfield. Здесь сами флаконы, как они выглядят, ноты, описание. Все выглядит очень красиво. Поставлю вот так для красоты. Надеюсь, не упадет. Название бренда состоит из двух слов: Goldfield Banks. Goldfield переводится как золотая почва, на которой произрастают сандаловые деревья. Именно золотая почва благоприятна именно в Австралии для деревьев сандала. Второе слово Banks – это английский ботаник, который изучал Австралию 200 лет назад. Джозеф Бэнкс его звали. И он открыл очень много растений и также поспособствовал изучению и продвижению австралийской флоры. Также такой есть факт, что эвкалипт и мимозу в Европу привезли именно из Австралии. То есть это растения, которые изначально росли только в Австралии. Самого основателя бренда зовут Дмитрий Вебер. Он наполовину француз и бельгиец. С 90-х времен он начал заниматься парфюмерией. Изначально работал менеджером в компании Yves Saint Laurent Beauty. И дальше помогал продвигать выпуску продукции таким знаменитым брендом, как Шисейда, Issey-Miyake, Нарцисса Родригес и так далее. Работал со многими известными крутыми брендами. Дмитрий Вебер не зря упомянул в названии своего бренда английского ботаника Джозефа Бэнкса, потому что во всех ароматах, которые мы сегодня будем обозревать, есть ароматические масла, которые созданы из растений, которые произрастают только на территории Австралии. То есть это, можно сказать, уникальные ароматы. Вы нигде не можете познакомиться с другими ароматами других брендов, чтобы были похожи именно на австралийские ароматы, которые мы сегодня с вами вместе понюхаем. И в конце этого видео я расскажу, какой же аромат я хотел бы офлаконить. Я их разнашивал, эти ароматы, изучал, как они вообще держатся на коже. Вообще концентрация у всех ароматов духи, то есть они очень стойкие, такие маслянистые, очень приятные, довольно-таки шлейфовые. И один аромат, который мне очень даже захотелось приобрести в свою коллекцию, и я считаю то, что каждый парфманьяк, любитель парфюмерии должен обязательно в свою коллекцию приобрести аромат данного бренда, потому что это уникальная
уникальная страна, уникальные ингредиенты, которые используются в данных ароматах. И очень здорово то, что у Австралии есть свой данный бренд, который ассоциируется именно с этой страной, с растениями, которые растут на ее территории. Ну что, давайте начнем с Wood Infusion, слева направо. Нанесу на блотер. И чем же мне он пахнет? Для меня это австралийский семиналис. Он на коже такая сладкая древесная база. Очень сладкий. Вот если вы знакомы с семиналисом Орто Паризи, вот это прям чуть ли не копия или чуть ли не двойник этого аромата. На старте в этом аромате я чувствую лаванду, и она довольно-таки здесь очень приторная, припудривается за счет ириса. Так как семиналис у Орто Паризи мне не нравится этот аромат, и для меня это прям очень сильно мощно и стойко. И, кстати, вот этот аромат также очень мощный, стойкий на коже. Показал себя довольно-таки долго и хорошо, качественно звучит. Но мне такое просто направление в ароматах не нравится. Это просто чисто не мое, не мой вкус. Я бы такое не носил. Я не люблю чрезмерную сладость в аромате. То есть это сладость, которая меня немножечко подбешивает, приудушивает, постоянно на себя вызывает такое внимание, эта сладость. И для меня это мне такое не нравится. Поэтому я поставлю оценку этому аромату 3 из 10. Вот, не хочу я такое. Этот аромат становится со временем такой древесно-цветочно-сладкий за счет лаванды и ириса. По-любому понравится тем людям, кто любит семиналис Орто Паризи. Если вы уже решили сменить себе данный аромат, присмотритесь к нему. Он довольно-таки интересный и переводится как древесный настой. И больше я его вижу все-таки, наверное, на мужчинах, потому что здесь прям древесная база. Второй аромат называется Bohemian Lime, в переводе как богемский лайм. Здесь используется именно австралийский лайм, представляете? И я загуглил, как это выглядит, и я вставлю. Это лайм в форме таких огурчиков. Произрастает он на территории Австралии. Так. И старт здесь очень такой веселый, классный, цитрусовый, задорный, такой свежий. Прям любителям цитрусовых я советую с ним познакомиться, потому что это концентрация духи, а концентрация духи довольно-таки стойкая. И даже цитрусовые ароматы с хорошей стойкостью себя показывают. Для меня здесь смешение двух топовых ароматов, такое ощущение, как если вам понравился Rojadав Illusium, он стоит довольно-таки дорого. Я вам порекомендую обратить внимание на данный аромат, именно Bohemian Lime. Раскрывается очень-очень схоже с Illusium, но стоит он в 2 раза дешевле. То есть зачем платить дорого, когда можно пользоваться ничем не хуже ароматом и довольно-таки очень стойко. Так как я знаю то, что Illusium от Rojadав быстро слетает и жалуются на его стойкость и шлейф. Еще один аромат топовый, Krita Ventus. Тоже стоит довольно-таки дорого, и я также улавливаю схожесть. Вот как вот можно было передать вот 2 таких топовых аромата в один. И самый большой прикол то, что этот аромат на вашей коже будет переливаться. То он пахнет Rojadав, то он пахнет Кридом Авентусом. Прекрасная стойкость. Довольно-таки очень классно сделано. Где вы еще в аромате встретите пальчиковый лайм? Нигде, только в австралийском бренде. Я ему поставлю довольно-таки хороший балл, 8, из-за того, что он действительно классно пахнет, свежо. Наверное, я не буду его покупать себе в коллекцию, потому что также есть Krita Ventus, и
Рожа Дав, да, мне он нравится. Вот если захочу себе Рожа Дав, иллюзию, я все-таки возьму лучше вот этот аромат. Вот я говорю правда. Ничем не хуже. Классно, классный аромат, присмотритесь. Особенно парни. Потому что это больше такая какая-то мужская поливашка, свежачок. Третий аромат у данного бренда очень веселый, жизнерадостный. Называется он Sunset Home. Как время заката. И в этом аромате есть пустынный персик. Пустынный персик именно произрастает только тоже на территории Австралии. И действительно он пахнет персиком. Но выглядит это совсем не как мы привыкли персик. Плоды такого ярко-красного цвета в форме гранатов. Они вот так выглядят. И пахнет просто потрясающе. Очень вкусно. У меня на этот аромат прям слюнки начинают течь. Мне пахнет таким тропически фруктовым коктейлем, как будто я пью этот коктейль и нахожусь в тропическом каком-то цветочном саду. Действительно передает аромат такого яркого солнца, побережья, отдыха, отеля. То есть вкусно пахнет. Именно такой персик. Кстати, это растение семейства сандаловых, и плоды их используют тушить, делать начинку для пирогов и делать из него сок. Это действительно схожесть большая с персиком, но и если вы любите персик, например, Tom Ford Bitter Peach, вам, возможно, понравится этот тоже аромат. Этот аромат вызывает улыбку, какое-то жизнерадостное настроение. Для меня есть малинка тоже такая классная. Больше аромат для девушек. Я его вижу именно на девушках. Сам бы я наверное, такой бы не носил, потому что также здесь очень много цветов. Для меня он такой фруктовый, персиково-цветочный такой нектар, который мне принесли. Такой, знаете, как даже блюдо. Куча персиков, и вокруг украсили их малинкой и цветочками. Вот, и такая красота у меня на столе передо мной. Классно. Оцениваю я, скорее всего, на 7. Мне это нравится. Но сам не буду носить, потому что это очень женское. 4-й аромат называется Pacific Rock Moss. Тихоокеанский каменный мох. Действительно пахнет побережьем, возле моря. И мне этот аромат больше всего понравился у данного бренда. И я бы его хотел бы приобрести себе в коллекцию. Мне он напоминает Wood Saga Sea Salt от Jo Malone. Так как у меня заканчивается Wood Saga Sea Salt Jo Malone'овский, так как я им очень часто пользуюсь именно летом, меня это классно освежает. Это такая классная поливашка, которая дает такой, знаете, аромат даже чистоты, свежести твоей одежде, твоему образу. И вот это тоже аромат Wood Saga Sea Salt. Но если все ароматы у этого бренда, концентрация духи, и они такие прям довольно-таки громкие, слышно, вот этот единственный аромат, он такой умеренный. Он не задушит, не придушит. Действительно, и он не тихий. Он довольно-таки стойкий на коже по сравнению с Jo Malone. Мне это нравится. Конечно, это акватика во флаконе. И это не такая, знаете, акватика, которая обычно мы в люксовых ароматах привыкли слышать, да? Что прям пахнет мужскими раздевалками, стандартный такой акватический мужик, да? Здесь нет, здесь действительно такая вот природная такая зеленая свежая акватика. Вот мне очень нравится. Это 10 из 10, аромат. Прям один из лучших, один из самых носибельных. Вы с этим ароматом никого не придушите. Скорее всего, многие люди будут спрашивать, что за аромат на вас.
Я его многим рекомендую. Это полный унисекс, могут носить девушки и мужчины. Нравится, очень нравится. Пятый аромат называется Desert Rosewood, в переводе как пустынный палисандр, тоже который растет на территории Австралии, этот палисандр. Для меня это такая картина, пахнет пиратским кораблем. Это такое дерево, которое пропиталось морской какой-то амброй, морской водой. Если вот Пацифик каменный мох, который до этого был, он довольно-таки такой, знаете, такой элегантный, утонченный, довольно-таки умеренный. И здесь уже акватика, она прям глубина океана, уже такая темная. Знаете, вот возможно, как будто как затонувший корабль пиратский. Потому что здесь довольно-таки очень много дерева я слышу. И для меня этот аромат произвел очень необычные впечатления. То он мне нравится, то он мне не нравится. То есть я не могу понять, как он вообще раскрывается полностью. Аромат очень необычный. Вот сейчас я вот его слышу, мне не нравится. А вот когда на старте, я вот несколько секунд назад, вот сейчас мне, знаете, вот опять-таки двоякие чувства. Нравится, не нравится. Я ставлю 5 этому аромату, потому что 50 на 50. Я не понимаю, хотел бы я носить данный аромат или нет. А потом я как-то вот вдыхаю, через несколько минут мне думаю, о, это красиво. Это красиво. Вот аромат загадка для меня. Попробуйте познакомиться с данным ароматом, и я бы хотел бы узнать. Напишите, пожалуйста, в комментарии, если у вас данный аромат есть. Desert Rosewood. Как он вам? Нравится он вам? Вот для меня, я никак не могу его разгадать. Вот сейчас я снимаю обзор этого бренда, этих ароматов, и больше всего прям, где заполонил все. Rose Infusion, который первый аромат. Действительно, как семена или сорта Паризи, просто заполонил здесь все пространство, и я его довольно-таки отчетливо слышу. Если вы любите громкие ароматы, вот присмотритесь к этому. Так, давайте 6-й уже аромат. И он такой прям очень такой ярко темно-фиолетовый. Фиолетового цвета приятного. Называется он Southern Bloom. Southern Bloom — это классное и интересное растение, которое произрастает именно только на территории Австралии. И этим и славится. Самое дорогое масло. 1 литр этого масла стоит порядка $10 тысяч. Называется это барония. Это небольшой кустарник, произрастающий на юго-западной Австралии. Маленькие цветки такого сливового темного цвета. У баронии такой фруктово-сладкий аромат с нотками корицы и табака. Также в этом аромате используется австралийский сандал. И как уверяет директор данного бренда Дмитрий Вебер, то что по себестоимости это самый дорогой парфюм у них. Здесь я слышу очень много цветов. На старте прям пахнет лаком для ногтей. До такой степени он прям такой яркий-яркий. И цветки здесь, которые я не люблю на самом деле, желтые цветки. Это иланг-иланг. Кокос тоже дает здесь такой очень много сладости. Я никогда в своей жизни не нюхал баронию. И не знаю, как это. Это надо только лететь в Австралию. И я этот вижу аромат полностью на девушках, на женщинах. И даже больше, наверное, возраст такой 20+. На молодых девушках, наверное, это будет звучать немножечко странновато, потому что аромат сам по себе очень необычный для нашего носа и страны. Это очень громко и очень стойко. И вот слово женственность, девушка, женщина мне как раз таки характеризует этот данный аромат.
Я вообще его не вижу на мужчинах, на парнях. Почему-то действительно этому аромату можно сказать, что присвоить только для девушек. Для меня это будет... Почему? Потому что много ассоциаций. Здесь у меня ассоциация. Лаком для ногтей пахнет, лаком для волос, каким-то просто вещами, которые ассоциируются у меня с женскими предметом, с женским гардеробом. Ну вот и почему-то я что-то подобное в других женских ароматах я это слышал. Такой именно профиль. Это красиво. Это действительно красиво и очень так женственно, нежно, молочно даже, можно так сказать. Поставлю этому аромату 8 из 10. Сам бы такой я бы точно бы не носил. 7-й аромат называется белый сантал. И жидкость тоже такая белая, прозрачная. Белый сантал произрастает на больших плантациях именно в Австралии. Из него получают эфирное масло этого сантала. И этим эфирным маслом он ценится как раз таки. Для меня этот вот аромат стал розово-шафраново такой теплый. Здесь много шафрана, розы. Это действительно аромат камфорового масла на горячем теле, на разгоряченном. А разгоряченном за счет рук массажиста. У меня такие ассоциации с кремом Балет. Это такой крем, который у меня ассоциируется именно с массажем, когда мне делали в детстве массаж, именно делали при помощи этого крема Балет. Вот он действительно пахнет как этот крем. Я нашел запах этого крема Балет. И поэтому это очень необычно, но моя кожа быстро его почему-то съедает, и он довольно-таки не очень стойкий. Вижу его полностью на всех, и на мужчинах, и на женщинах. Он подойдет многим. И вне времени. Вот вне времени. Даже, я думаю, подростки могут носить этот спокойный аромат. Я не знаю, как пахнет белый сантал. И вообще, здесь нету, кстати, хочу заметить вот этой моей нелюбимой ноты сантала, когда сантал маринадит. Пахнет этими маринованными огурцами, здесь такого нету. Поставлю ему 7 из 10. Наверное, для меня этот аромат очень необычный. Я его немножко не понимаю. Но почему не низкую оценку? Я бы такой мог бы носить. Вот действительно, аромат. Не все поймут, но не скажу, что прям вау. Такого у меня не случилось. 8 аромат называется Velvet Splendor. Переводится как бархатное великолепие. И чем же мне он пахнет? Я этот аромат, могу сразу сказать, не особо оценил. Не особо также его понял. Почему? Я не люблю желтые цветы в аромате. Здесь много мимозы. Мимоза, цитрусы, жасмин. Здесь очень много жасмина. Возможно, для меня немножко такое направление старины, немножко винтажит. И винтажит за счет, я так думаю, вот все-таки мимозы и жасмина. Они здесь так обыграны в таком немножечко направлении, как делают амуажи. Это приятно. Если вы любитель цветов жасмина и мимозы, здесь это сделано хорошо. Но на моей коже он раскрывается в какую-то неприятную сторону. Но на моей коже он раскрывается в неприятную сторону, становится довольно-таки неносибельный, как по мне. Он меня немножечко даже подраздражает, так как он пахнет не очень приятно. И я заметил, что ароматы с нотами мимозы на моей коже не очень почему-то пахнут, и мне это особо не радует. И этому аромату поставлю оценку 3 из 10, потому что это чисто мое индивидуально. Если вы любите этот аромат, и он прекрасно на вашей коже раскрывается, я буду только за вас очень рад.
это сугубо мое мнение. Я не хочу обидеть никого своими оценками в аромате. Это чисто мое впечатление, и оно сугубо честное и непредвзятое, так как этот бренд мне ничего не платит, я не сотрудничаю ни с никакими магазинами, ни с какими брендами. То есть это чисто все видео на нашем канале, которые мы записываем с Сергеем, это сугубо лишь чисто наше мнение. И оно, я надеюсь, никого не обижает, если мы какой-то аромат можем сугубо сказать, что нам не нравится, и это чисто наше мнение. Последний аромат в данном сете, но не последний на моем видео, Blue Кипарис, синий кипарис переводится. Да, синие кипарисы растут в Австралии, и этот аромат по сравнению с предыдущим мне очень даже понравился. Это я действительно, как будто я сижу в парке, на лавочке, в тенечке, в кипарисовом таком лесу, где произрастает очень много кипариса. Ой, здесь очень свежо. Для меня действительно здесь пахнет свежесть такая на грани с огуречным, таким лосьоном. Такое ощущение, как будто очень схоже пахнет с огуречным лосьоном, который продается в обычном магазине, можно встретить, с нотами кипариса. Как будто сюда прям добавили очень много кипариса. И со временем он раскрывается в пачуле. То есть здесь появляются такие влажные пачульки. И вот эту влажность как раз таки дает вот эта тень, когда вы сидите в лесу, на лавочке. О, да, это хорошо. Пачули дает вот такую прохладу, тенечек, влажность такую небольшую. Это прям классно. Я ставлю этому аромату 7. Скорее всего, я не буду его покупать. Мне не запало это в мою душу. Довольно-таки он стойко держится. Его сравнивают с ароматом Acqua di Gio Giorgio Armani. У меня есть небольшой флакончик. Если Giorgio Armani, он на моей коже слетает очень быстро, и вы любите данный аромат Giorgio Armani, вот это будет очень стойко, как раз таки. И звучит более натурально, более как-то природно, зелено, свежо. Попробуйте. Именно парням я рекомендую. На мужской коже он раскроется прям мега классно и мега круто. Мне прям нравится. И вот на лето вообще идеально. Вот сейчас аромат, я его сейчас вдыхаю, мне очень нравится. Почему я поставил 7 не выше? Потому что для меня Австралию не открыли. Этот аромат похож на Giorgio Armani. Если бы я не знаком был с данным брендом и с данным ароматом, я бы, скорее всего, поставил выше балл. А так мне как будто какая-то есть, что-то позаимствовали. И все, у меня блоттеры в этом наборе было как раз таки также 9 блоттеров, как и 9 ароматов. У меня еще при покупке, когда что-то покупал в магазине, мне давали вот такие пробнички. И называется Island Lush. Так, давайте я покажу, что там, как это выглядит. Такая коробочка, и там пробник. И такая прозрачная жидкость. Так, нанесу его на блоттер, уже на свой личный Island Lush. Это новинка, по-моему, 2023 года этого. И он довольно-таки очень громкий. Он прям мощный. Много кожи, много специй. И вот тоже хочу поставить ему очень высокий балл, 9. 9 из 10. Довольно-таки вообще классно звучит. Здесь такая имбирная пряная кожа с сандалом. И вообще у меня этот год начался с ароматов сандала. Я как-то полюбил сандал Majuscule от Сержа Лютанца. И здесь вот что-то есть похожее. Мне сандал здесь действительно очень приятный. Нету вот этих маринадов, как я и говорю. Аромат вообще классный, очень такой брутальный, очень мужской. Мне он очень нравится. И этот аромат
создал парфюмер начинающий. Ее зовут Амели Жакен. Она не так давно создала для тоже австралийского бренда Map of the Heart такие у них сердца, флаконы разного цвета, там белый, черный, красный, розовый, золотой. И вот также она недавно создала новинку для этого бренда, такое черное сердце, V8, по-моему. И мне этот вообще, присмотритесь к этому парфюмеру, она большая молодец, создает такие классные ароматы. Он очень громкий, он довольно-таки слышный. Вот большой шлейф, большая диффузность. Вот сейчас вот то, что я до этого здесь нюхал, он перебил все с собой. Поставлю 9 однозначно. Подумаю, хотел бы я такое, что-то подобное в свою коллекцию, я подумаю, надо разносить. Но тот первый аромат, про который я говорил, про Тихоокеанский каменный мох, вот мне вообще, я задумываюсь приобрести. И последний уже аромат, который я хотел бы обозреть, называется Purple Sweet. В переводе это как фиолетовая замша. И вот здесь такая коробочка. Нанесу. Этот аромат 2022 года, в прошлом году был создан. И эта тема на старте похож на Gucci Gulti Absolute. Также здесь это кожа. И главный ингредиент именно австралийский. Здесь тасманская лаванда, которая произрастает на Тасманском острове. Там очень много этой лаванды, и она здесь классная. Вот я сразу хочу сказать, этот аромат мне тоже очень понравился. Я ему, не знаю, это оценка 9,5 или 10. Тоже думаю приобрести свою коллекцию. Очень мало, когда классно пахнет лаванда. Обычно это не очень, как показала практика. И здесь вот лаванда очень красивая. Ее здесь очень филигранно обыграли. То есть здесь ничто не выпирает в этом аромате. Здесь такая приятная кожа, такая выделенная кожа. Не пахнет вот этими там лошадью, там чемоданом. Такого здесь нету. Здесь вот такая выделенная кожа. Такая новая сумочка из кожи. Со временем немножечко дает вот эта кожа чайность. Пахнет каким-то черным таким чаем ароматным. И вот эта чайность здесь в этом аромате есть довольно-таки. Мне нравится. Это классный аромат. Вот, это очень хорошо. Также это супер шлейфово, супер стойко. Я вот когда изучал его, я вот его нанес, он до вечера у меня прожил на моей коже, на горячей. Обычно многие ароматы не доживают. Чтобы в итоге я бы хотел бы рассказать про этот бренд. Да, мне больше всего понравился, скорее всего, Pacific Rock Moss, потому что это такая приятная акватика, которая понравится вообще всем людям. То есть, вот вообще классный аромат. Если вы хотите что-то акватическое, присмотритесь обязательно. Последние два аромата, вот это фиолетовая замша и Island Lush, они тоже классные. Вот очень большие оценки я им поставил. Есть ароматы, которые специфические. И один аромат, который вот с мимозой на мне открылся и раскрылся не очень приятно. В общем, ароматы все носибельные. Вы не почувствуете какое-то отвращение от какого-то данного аромата. Я думаю, как раз таки Дмитрий Вебер создает ароматы на любой вкус и цвет, как и все вот жидкости, которые в этих флакончиках есть. И они довольно-таки носибельные везде. Это нишевый же бренд. И как вы знаете, что нишевые бренды довольно-таки бывает заигрываются с ароматами. Не все люди могут носить какие-то ароматы, даже, например, вам может нравиться, но многим, большинства вокруг вас будут фукать и говорить, что за ужасно, и не понимать. А здесь это ниша, и даже вот эта фиолетовая замша, она довольно-таки такая
необычная, да, кожа. Многим она понравится. То есть здесь, вот знаете, все ароматы на грани, чтобы это было дурно или чтобы это было плохо собрано. Здесь такого вот нету. Здесь действительно парфюмеры хорошо постарались. Я очень старался передать свое впечатление об этом бренде. Вам большое спасибо за просмотр этого видео. Поставьте лайк, если вам было интересно, за мои старания. Напишите комментарии, знакомы ли вы с этими ароматами у данного бренда. С вами был Слава, канал Мой Флакон. Вам классно всем пахнуть и отличного настроения. Всем goodbye.